Приветствую на своем канале. Новая работа, новые творинки от Валентинки. Взяла я нетканое полотно. Это как на пылесосы раньше делали мешки. Покупала я на строительном рынке. Метраж, ширина большая и стоит 100 рублей. И довольно-таки он плотный. Но можно использовать любую ткань, подложку. И что? Размер у меня 55 на 40. И вот она моя картиночка, взята с Яндекса. Она маленькая по сравнению с этим полотном. И я буду делать ее, наверное, как пицца. Хотя такую работу можно сделать как аппликация. Здесь не так уж мелкие детали, которые требуют прям кропотливой такой работы. Вы скажете, что я не привела в порядок ту работу, но хочу сказать, что процесс пошел. Распорола шторы, буду увеличивать окно, чтобы мне не копаться в этих тюках из одного лоскутка материала, чтобы подобрать. Я по ходу работы выбираю сюда ткань и сюда. И что я делаю? Я переношу через копирку прямо на ткань. И сразу прикалываю детали, чтобы их не потерять. Вот мое тело. Смотрите, я сделала его вместе с головой, руки. Наверх у нас пришивается рубашка, футболка. Сверху идет у меня рука, брюки. Это темная ткань. Копирка у меня черная. Что я делаю? Я ввожу детали, какие мне надо, по лицу, без кальки, без копирки. Переворачиваю на эту сторону, беру ткань светлой стороной, кладу копирку и перевожу. У меня на светлой стороне получаются контуры, я вырезаю, и у меня получается нужная деталь в другом направлении. Но так делаю я по темной ткани. Светлую, конечно, я черчу прям по светлой. Также нарисовала глаза в оригинале, чтобы я могла их хорошо вышить. Ну, а всякие кусточки, вот это вот камыши, солнышко, это я уже буду делать сама, ничего не копируя. Детальки, на какие будут накладываться сверху лоскутки, я делаю с запасом, чтобы у меня не было вот так вот встык, внахлёст. Пусть там 3-4 миллиметрика, но пусть будет, потому что когда вы будете прошивать, чтобы у вас ничего не съезжало. Если бы у меня было бы много-много-много лоскутков, я бы, конечно, использовала флизелин. Но так как у меня фон будет целиковый, это небо, у меня есть вот такие две тканюшки, тоже остатки. Это пальтовая ткань, это портьерная ткань. Я как-нибудь сделаю полосы. Но сильно мелко резать я не буду. Просто как разводы. И уже на этот фон я буду делать свою картинку. Если бы я делала бы аппликацию, то первым делом мы с вами делаем фон. И смотрите, у меня эта ткань, она двухсторонняя. Одна сторона такая, другая такая. И я расположила двумя сторонами. Положила речку, но здесь у меня половина будет закрыта. По идее, здесь можно ничего не выкладывать, а просто по рисунку, где не хватает ткани, доложить. Будут пробелы. Вот, к примеру, здесь будет сидеть мальчишка, здесь травка. Может быть, в процессе я какие-нибудь лоскутки отсюда и уберу. У меня есть вот такая портьерная ткань. Здесь тоже две стороны. Немножечко отличаются оттенки. И я просто без картинки вырезаю контуры листвы. Вот такими фигурками. Есть вот такая ткань. И несмотря на то, что здесь цветы, ее также можно использовать. Вот повырезала детальки. С одной стороны она зеленая, с другой, видите, совсем другой оттенок. Всю мелочевку можно приклеить на клей-карандаш или на паутинку. Подложить сюда паутинку, и потом, когда вы будете проклеивать, утюгом она приклеится и не будет никуда деформироваться.
Мальчишка. Сделала мальчишку, кресло. Вот осталось ноги, удочка. И по поводу листвы. Если здесь я вырезала просто фигурные такие, то, чтобы подчеркнуть контур, я сделала зигзообразными ножницами вот такую листву. И сочетание светлых и темных тонов, вот так вырезанными, получается уже дерево, похожее на дерево. Вот что у меня получается. Сделала рыбу, но она будет вышиваться. Поплавок тоже будет вышиваться. Ободок красный делать, чтобы это было поярче. Чешую у рыбы тоже буду делать симпатичную. Удочка. Я потом пришью, у меня есть сутаж, просто веревочку. И, в общем, так. Смотрите, здесь у меня цвет хаки. Хотела сделать траву. Тоже вот такую зеленую, но решила все-таки использовать вот такую цветастую ткань на фон, потому что все это опять получается темное. Это у меня мостик. Он, видите, слитный. Ничего не стала делать. Когда я наложу, я буду делать фатин. Он будет белый. И потом по белому фатину я сделаю строчки черной ниткой. Выделю доски. Посмотрите, сделала берег из цветов, но сливается немножко его кресло. Камыши приклеила на клей, потому что выскакивает. Это все убегает куда-то. Камыши сделала 5, 5 и 1 в сторонке. Хочу нечетное число. Когда работа почти что готова, вы отглаживаете верхнюю часть, фатин или органза, любая прозрачная ткань. Посмотрите на полотно, чтобы у вас не было вот этих вот всяких ниточек. Прям они вот совсем-совсем маленькие, потому что когда вы накроете фатином, простегаете, они будут видны. Вы раскладываете свой верх. Обязательно вот разложили еще паром через мокрую ткань. Проходите вот такими движениями, чтобы у вас все приплюснулось, и потом закалываем булавками. Мелкие детали, несмотря на то, что вы использовали клей или паутинку, закалывайте, захватывая верхнюю часть, вот у меня камыш, да, верхушку и лист. И я одной булавкой прикалываю ткани и соединяю эти детали. Так и солнышко. Оно тоже у меня приклеено, и каждый лучик я сделала на иголочку, на булавочку. По поводу дерева. Вот мое дерево, она стоит здесь как обрубок. Я также добавила немножечко зелени. И так она выглядит более интересней. И этот угол. Изначально у меня здесь был пруд. Я убрала лишнюю ткань и поменяла картинку, цвет. Тщательно сколола полотно булавками, внесла изменения в пруд. У меня были вертикальные кое-где полосы, я все-таки переделала на горизонтальные. И теперь мы делаем стежку. Стежку частично буду на свободно ходовой. Это речку, небо и деревья. А вот эти мелкие детали буду делать зигзагом. Картина однодневка готова. Я ее сделала за день. Моих домашних не было дома. Дел не было, и я сегодня с удовольствием ее поделала. Вот, смотрите, результаты, конечно, есть у меня все-таки недочеты, но этой работой я очень-очень довольна. Посмотрите внимательно на мою работу и посмотрите на картинку. Посмотрите у мальчишки, какие счастливые, довольные, радостные глаза. Он пришел ловить рыбу. У него глаза такие же счастливые, как и у меня, за весь этот процесс работы. А у меня получился вот такие у него глазки. Из-за того, что я сделала наверху волосы, у него-то они в разные стороны, а я сделала челку. И у меня не получилось таких больших-больших глаз. Но зато у меня присутствуют тоже зубы. И также я сделала шнурки на ботинках. И посмотрите, какая у меня загадочная рыба. Все рисуют чешую, а у меня такой красивый орнамент.
решила на пруду сделать рябь белой ниткой, простой строчкой. Так, слегка, немножечко, ее абсолютно не видно. Переключила на зигзаг, сделала, тоже некрасиво. И пустила вот такие я волны, крупные. Зато этот фон серый, серо-голубой, он как-то не сливается. Не так бросается в глаза, что здесь пятна, пятна, пятна. Завтра пойду в магазин, куплю нормальную ткань, чтобы красивая была у меня речка, небо. Пальцы здесь вышила коричневыми нитками, чтобы черными, ну, не бросалось в глаза. Сначала почему-то у меня получилось их 6, распорола, сделала 5. Катушка, все как полагается. И ручка здесь есть, и все. И петелечки, и леска. Правда, поплывок немножечко такой халтурненький. По оригиналу здесь, как я понимаю, рыболовный ящик, здесь баночка с червячками. Я не делала червяков, я просто ему поставила в ведро. Я ее выровняла, обработала край на оверлоке, и завтра она у меня поедет в город, в багетную мастерскую. И получилась она 54 на 41. Завтра с собой возьму несколько своих доделанных уже полностью работ, и в каком-нибудь видео я вам все покажу. Я вам не сказала, наверное, как я делала стежку. Здесь простыми стежками, простая строчка у меня. Здесь на свободном ходу. Что-то я делала зигзагом, что-то я делала просто, что-то я делала как бы мозги. Но я еще набиваю руку. Вот такое у меня дерево получилось. Видите, разноцветное. Ну, сама работа вот такая. На этом все. Пока-пока. Обязательно комментируйте и обязательно давайте мне советы. Я учусь. У меня нет художественного образования, и такими работами я раньше не занималась. Это мне понравилось больше всего, как бы сложная пицца. Мне не интересна обыкновенная пицца, когда просто накидали в лоскуты и простигали. Вот этот сам процесс создавания чего-то мне больше интересен. Пока-пока. Не судите строго.